Почему готовила в первый раз по этому рецепту и тесто было хорошее и эластичное, а приготовила второй раз и тесто расплылось и совершенно не собирается? Почему у вас тесто так хорошо собирается и тянется, а мое тесто расползается и растекается по столу и совершенно не держит форму? Почему мы готовим по одному рецепту и каждый раз получается у нас разный результат? Сегодня я отвечу на вопросы и также покажу наглядно, почему это происходит, и все это будем делать с отсылкой на предыдущее видео. В предыдущем моем видео мы нарушали все процессы и технологии работы с очень влажным тестом. В итоге у нас получился вот такой хлеб. Если кому интересно, ссылочку на это видео я оставлю в комментариях, и это будет еще также информация в описании. Мы готовили хлеб, нарушали все технологии, смотрели результат, и сегодня я вам предлагаю приготовить тот же самый хлеб, но с соблюдением технологий и подхода к влажному тесту. Посмотрим, какой будет результат. И визуально посмотрим, почему, используя одни и те же ингредиенты, мы получаем совершенно разный хлеб. Под прошлым видео были разные комментарии, кто-то мне рекомендовал добавить больше муки в это тесто, чтобы оно лучше собралось, кто-то выражал свое недовольство. Если вы еще не смотрели это видео, я рекомендую посмотреть, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Кто-то писал вот такие комментарии, этот комментарий, кстати, заслуживает отдельного внимания, я его как-нибудь отдельно разберу. А кто-то пошел еще дальше и заподозрил меня в каких-то злободеяниях. Сегодня я буду готовить тот же самый хлеб с теми же самыми ингредиентами, в тех же самых условиях, своими теми же самыми руками, в своей той же самой кухне. Но мы немного поменяем подход к этому тесту и будем разбирать, почему и что влияет именно на эластичность этого теста. Итак, в миску я уже влила те же самые 300 грамм воды комнатной температуры. Комнатная температура у меня в районе 23 градусов. И сюда же я добавляю 300 грамм белой пшеничной муки общего назначения. У меня белок 11.7 и 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки. И все это хорошенечко перемешиваем лопаткой. В этот раз я закваску сразу добавлять не буду, а добавлю ее немного позднее. Поэтому тесто выглядит более густым и более плотным. Все хорошо перемешиваю лопаткой до тех пор, пока мука не увлажнится, и как только стало сложно перемешивать лопаткой, лопатку убираю в сторону и перемешиваю руками. В этот раз я делаю это все руками для того, чтобы вам было лучше видно, прозрачная миска, чтобы все было видно, весь процесс и текстура теста. В этот момент, когда мы смешиваем просто воду с мукой и оставляем такое тесто на некоторое время до введения закваски, происходят очень важные химические изменения. Вода активирует ферменты, и мука полностью насыщается водой, что обеспечивает равномерное распределение влаги в тесте, а это очень важно для формирования правильной структуры клейковины. А хорошо развитая и эластичная клейковина лучше растягивается под действием газов брожения в процессе ферментации, что приводит к более воздушному и равномерному, красивому, пористому, очень мягкому мякишу. Посмотрите, какое тесто у меня на данный момент получилось. Сейчас мы просто смешали все, поэтому здесь нет эластичности, оно выглядит рваным. Я помыла руку, чтобы немножко растянуть для вас тесто, чтобы было более понятно. И видно, что тесто рвется, в нем нет структуры. Накрываем его на данный момент крышкой, оставляем при комнатной температуре, у меня, как я сказала, в районе 23, и стоять оно так будет у меня 2 часа. Сегодня я снова показываю свою закваску, практически под каждым видео меня спрашивают, как вести закваску, и прямой такой инструкции, как вести закваску, нет. Подход к закваске всегда очень гибкий и индивидуальный, зависит от того, что вы делаете или планируете делать. Сегодня я показываю свою конкретную закваску. Как вы знаете, многие знают, что я веду ее по методу без выбрасывания, поэтому у меня свой подход. У вас может быть свой. На данный момент моя закваска уже поднялась. И почему она поднялась? Это все потому, что я покормила ее вчера еще вечером для того, чтобы увеличить количество закваски к утру. Но закваска у меня уже сейчас готова, а тесто еще стоит и будет стоять 2 часа. Поэтому закваску я снова перемешиваю, но мне закваска понадобится через 2 часа, поэтому, чтобы она быстрее поднялась, я добавлю очень маленькое количество кормления. Всего лишь 1 чайную ложку муки и 1 чайную ложку воды и доведу до нужной консистенции. Все это хорошенечко перемешаю. Я всегда использую для кормления теплую воду комнатной температуры или даже чуть-чуть повыше, для того, чтобы активировать закваску быстрее и дать хороший старт.
Все это снова хорошенечко активно перемешиваем. Посмотрите, как я активно бью лопаткой свою закваску. Это нужно для того, чтобы развить ту же самую клейковину и в закваске тоже, потому что такая закваска становится более пушистой, более гибкой и лучше удерживает воздух, а значит и поднимается она лучше. Все, я свою закваску перемешала, накрою ее крышкой и оставлю рядом с тестом при комнатной температуре. Через 2 часа она у меня будет готова. Через 2 часа мое тесто не сильно изменилось, мука хорошо впитала воду и тесто выглядит достаточно плотным. Ставлю тесто на весы и буду добавлять свою закваску. Закваска, как вы видите, у меня поднялась в 2 раза, она абсолютно активная, для 2 часов подъема это очень хороший старт. Добавляю свою закваску. Хорошая активная закваска, которую вы активно вымешивали, должна быть вот такой примерно консистенции. Она тянется, похоже на тесто на оладьи. Очень пушистая и очень воздушная. Хорошая закваска, ребята, никогда не производит кислый хлеб. Я очень часто получаю комментарии, где говорят, что заквасочный хлеб всегда кислый, и это норма. Это не норма, это проблемы, скорее всего, либо с закваской, либо с введением теста. Закваска хорошая никогда не бывает чрезмерно кислой, и она не дает кислый хлеб. Она дает очень вкусный ароматный хлеб и пахнет йогуртом или немного даже квасом. Закваску я втираю вот таким способом, буквально пальцами, кончиками пальцев залезаю в тесто, забираюсь туда и аккуратненько ее подмешиваю. В этот момент вмешивания стараемся тесто не рвать. Закваску, кстати, я добавила соответственно ингредиентам, которые были написаны в начале. Здесь у меня 150 грамм пшеничной стопроцентной закваски. Обратите внимание на консистенцию теста. И если вы помните, какое было тесто в предыдущем видео изначально, какое оно было жидкое и расползалось в разные стороны, кто, кстати, не смотрел, все-таки рекомендую посмотреть, чтобы сравнить наглядно. И какое сейчас вы видите тесто, это просто небо и земля. Тесто уже хорошо развито, оно эластичное, очень мягкое. Тесто я все-таки стараюсь не рвать, вымешиваю его очень аккуратно, складывающими движениями. Аккуратненько подмешиваю закваску внутрь. Как только закваска вмешалась, тесто становится более однородным, более мягким, более влажным, но оно не жидкое и уже не так сильно прилипает к рукам. Посмотрите, как тесто отделяется от стенок чашки, это как раз таки сигнал хорошей развития клейковины. И как только тесто стало более-менее однородным, когда вы перестали видеть частицы закваски именно в ее жидком виде, она другой консистенции, поэтому это видно. Тесто аккуратно округляем, в эту же миску я его оставляю, и оно будет дальше у нас отдыхать. Посмотрите в итоге, какое оно получается, оно более-менее должно быть однородным на поверхности. Все стенки чашки, миски уже более-менее чистые, большая часть теста собралась в центре, и тесто получается вот такое. На этом этапе я его вымешивала минуты 3, буквально до тех пор, пока оно не собралось и не стало вот таким. Оно по-прежнему слегка прилипает, тянется, но смотрите, уже не так сильно. В нем уже появилась упругость, я могу приподнять, и видно, как все тесто натягивается тоже с краев и тянется вверх. Помыла руку и сейчас хочу еще раз его округлить. Обратите внимание, как я вымешиваю тесто, я его не рву и не растягиваю по всей миске, потому что если его чрезмерно активно сейчас вымешивать и рвать, то тесто просто потеряет свою эластичность и снова станет жидким. Посмотрите, какое красивое тесто, видно, что оно лежит и собирается в центре, и лежит оно бугорком, не расплывается. Практически перестало прилипать. Снова накрываю его крышкой, и на данном этапе оно будет у меня отдыхать 1 час при комнатной температуре. В это время я снова покажу свою закваску. Закваску я показываю свою часто, потому что подход, как я уже сказала, совершенно разный и зависит от того, что вы хотите получить и что вы делаете. Я веду свою закваску без отходов, поэтому сейчас у меня в банке примерно, я думаю, на глаз где-то грамм 100-150. И я часто использую закваску, мне много, не надо ее накапливать. Я сейчас покормлю ее очень небольшим количеством, буквально по 15 грамм налью воды и 15 грамм муки. Все это хорошенечко перемешаю, и этого ей хватит для того, чтобы простоять в холодильнике дня 3-4. Если вы планируете хранить ее дольше, то покормить ее нужно немножко больше. Как я уже сказала, подход к закваске совершенно индивидуальный и очень гибкий. Все это снова хорошенечко перемешиваю, обращая внимание на то, как активно я всегда ее вымешиваю. Как-то недавно меня спрашивали в комментариях, почему закваска моя такая пушистая и как я это сделала. Смотрите внимательно. Именно таким образом, активным вымешиванием, получается пушистая закваска. Это хорошо развитая клейковина в структуре закваски, которая способна растягиваться, удерживать хорошие пузыри воздуха, и получается она густой и пушистой.
Кто-то также писал в комментариях, что моя закваска не стопроцентная, а 70%, поэтому она такая густая. Нет, ребята, у меня соотношение муки к воде 1 к 1. Это совершенно стопроцентная закваска, которая очень хорошо развита, поэтому она густая. Через час мое тесто выглядит вот так. Внешне оно не сильно изменилось, оно немного расплылось в стороны. На данном этапе добавляем соль. Здесь по рецепту идет 8 грамм. Сначала я ее немножко приминаю в тесто пальцами аккуратно и потом с краев начинаю собирать тесто в комочек. Соль я распределила по всей поверхности теста, не сыпьте ее в одну сторону комком, чтобы не было потом непромесов. И если соль распределить равномерно по поверхности теста, то так соль соприкасается с влажностью теста и быстрее расходится в тесте. Более позднее введение соли в такое влажное тесто очень благоприятно влияет на текстуру этого теста. Соль укрепляет сеть клейковины, и тесто моментально на глазах начинает собираться в еще более плотный комочек. Посмотрите, как тесто изменилось, какое оно стало эластичное и очень приятное на ощупь и по текстуре. Оно практически не прилипает к рукам совершенно. Обратите внимание, что на этом этапе очень особенно важно, что я не рву это тесто, я его не растягиваю, не раздираю на части, аккуратненько отбиваю его своей рукой, очень плавными движениями об стенку своей миски. Тесто получается очень аккуратное, сверху слегка появилось легкое натяжение. Как только вы увидели легкое натяжение, на этом этапе нужно прекратить замес теста. Накрываем его крышкой и отправляем снова на отдых на час при той же самой комнатной температуре. Как у меня, я сказала, у меня это 23-24. Через час тесто выглядит вот так, оно немного расслабилось, стало более ровным и блестящим и немножечко более жидким внешне. Далее смачиваем стол небольшим количеством воды и выкладываем наше тесто на стол. Тесто, в котором хорошо развита клейковина, отделяется самостоятельно под своей тяжестью от стеклянной миски. Вот так оно выглядит, и к столу оно совершенно уже не прилипает. Руки я также смочила небольшим количеством воды и растягиваем наше тесто. Я этот процесс называю грубым ламинированием, я просто растягиваю тесто в небольшой прямоугольник. На данном этапе задача всего лишь растянуть и тем самым еще больше укрепить клейковину. Тесто, в котором хорошо развита структура, к этому моменту к столу уже совершенно не прилипает. Его легко можно поднять со всех сторон, растянуть, положить и снова растянуть. Ну и складываю я его друг на друга, накладываю края, немножко подтягиваю стороны, накладываю их, стараюсь аккуратно друг на друга. Затем тесто я растягиваю в длину, подтягиваю сверху, подтягиваю снизу, насколько получается. Очень важно не порвать тесто. И затем складываю пополам и снова пополам. Получается вот такой у нас комочек. Перекладываем его в миску. Вот так тесто выглядит. Сверху оно блестящее и тугое, хорошо держит форму, не расплывается. Накрываем его снова крышкой и убираем снова на 1 час. Через час тесто у меня сильно тоже не изменилось, оно лежит очень хорошо, блестящее, гладкое и сильно уже не расплывается. Видно, что оно собрано в центре миски. Снова опрыскиваю стол водой, также я подготовила другую чистую миску для теста. И будем выкладывать тесто снова на стол, будем делать ламинирование. Если у вас по какой-то причине ламинирование не получается делать или вы не хотите это делать, то все эти растягивания можно заменить на обычное растягивание и складывание. Также такой же структуры теста можно, конечно, добиться и с помощью планетарного миксера, вымешивая тесто до полного развития клейковины. Но прежде чем это делать, то очень хорошо сначала это сделать руками и понять текстуру теста. Как только вы текстуру теста понимаете, вы понимаете, как оно должно выглядеть, какое оно на ощупь, то можно переходить и на планетарный миксер при желании. Сейчас я повторяю все те же самые действия, которые мы делали в предыдущем этапе, практически все то же самое, единственное, что тесто становится все более и более эластичным, а значит прямоугольник удается растянуть в более тонкий пласт. Все это снова аккуратненько накладываем друг на друга, формируем наше тесто. Если у кого-то получается растянуть тоньше, можно даже тоньше. Накладываем друг на друга слои нашего теста, стараемся тесто не рвать, чтобы оно сохранило текстуру. Если получились большие пузыри при складывании, большие пузыри лучше убрать. И сворачиваем тесто таким небольшим рулетом. Тесто уже хорошо держит свою форму. Переложу я его в квадратную миску стеклянную, также которую я предварительно смочила водой. Снова накрываем тесто крышкой и убираем его на отдых при тех же самых температурах примерно на 30 минут. Через 30 минут мое тесто уже выглядит хорошо, оно расслабилось, появились первые пузыри на поверхности. Руки я смачиваю водой и тесто буду делать скручивание.
Скручивание – это более такой деликатный подход к тесту, обычно применяется с тестом очень высокой влажности для того, чтобы сохранить текстуру. Более такой деликатный, нежный подход. Когда я делаю такие скручивания, я также обращаю свое внимание на натяжение поверхности теста, смотрю, насколько оно тянется, насколько оно эластичное, так, чтобы не порвать прямо в середине наше тесто. Если я чувствую, что натяжение крепкое, то скручивание просто прекращаю и делаю всего, например, по одному с каждой стороны. Если тесто позволяет и оно эластичное, то делаю по 2 или по 3. После первого скручивания я снова закрываю тесто крышкой и оставляю при комнатной температуре еще на 30 минут. И через 30 минут повторяем такое же скручивание второй раз. Тесто на этом этапе выглядит уже более объемным, более пушистым, воздушным. Снова подкручиваю его под себя до легкого натяжения на поверхности, руки постоянно смачиваю водой, и тесто на этом этапе уже совершенно не прилипает ни к миске, ни к рукам. Очень хорошо формируется и очень хорошо держит свою форму, на поверхность выходят большие пузыри. После последнего скручивания тесто снова накрываем крышкой и отставляем в сторону на отдых еще примерно на 2-3 часа или до подъема теста на 30-40% от момента последнего скручивания. Всего в итоге тесто должно подняться примерно на 70% от самого начала или на 30-40% от последнего скручивания. У меня на последний этап подъема теста ушло около 2,5 часов, но у вас это время может быть немного другим и зависит от активности вашей закваски и температуры у вас дома. У меня оно стояло при той же самой температуре 23 градуса. Сейчас тесто у меня уже очень хорошо поднялось, хорошо выглядит. Хорошо выбродившее тесто хорошо отделяется от стеклянной миски, если стеклянная миска была смочена предварительно водой. Тесто я выложила на небольшое количество муки и аккуратными движениями формирую вот такой рулет. Это тесто по-прежнему очень липкое сверху, потому что это тесто высокой влажности, но там, где тесто соприкоснулось с мукой, уже вполне можно трогать без проблем. Поэтому я подхватываю тесто снизу, сверху стараюсь не трогать и сворачиваю это тесто вот таким образом, формирую нашу буханку. Этому тесту я предформовку делать не буду, это единственная формовка, которую мы делаем, единственная и последняя. Закрываю ее со всех сторон, все эти швы на хлебе, и будем его укладывать в корзинку. Швы, когда закрываете, лучше всего, особенно при влажном тесте, закрывать их аккуратно, смыкаем и просто держим до тех пор, пока края не склеются. Чем больше мы мнем по швам пальцами, тем больше расходится клейковина и тем больше тесто расползается. Поэтому чем меньше мы его трогаем на этом этапе, тем лучше для теста. Хорошо сформированное тесто держит свою форму, не расплывается больше в стороны. Тесто легко можно подхватить с помощью шпателя и переложить в корзинку. Корзинку я заранее припылила мукой. Если есть необходимость и тесто выглядит слабоватым, то сверху можно сделать вот так, немножко подщипнуть снова края, и это уже гораздо легче делать, когда тесто в корзине. Как только края снова закрыты, подсыпаем сверху муку. Совсем чуть-чуть, будет достаточно, много сыпать не нужно. Тесто хорошо выброженное должно вот так потряхиваться в корзинке, оно все дрожит, наполнено пузырями. Накрываем его сверху пленочкой и оставлю его еще на столе при комнатной температуре, той же самой. Стоять будет примерно еще 30-40 минут, и затем я его уберу в холодильник на температуру 4, 5, 6 градусов по Цельсию до утра. Обычно я такое тесто держу в холодильнике при температуре 4-6 градусов по Цельсию около 13, 17, 20 часов. У меня уже наступило утро, сейчас 9 утра. Духовка моя уже разогрета до нужной температуры, и выпекать я буду хлеб в кастрюле сегодня, поэтому кастрюля у меня уже тоже нагревается. Хлеб я уже вынула из холодильника и положила на пергаментную бумагу. Делаем надрез. Как вы помните, тесто высокой влажности. Кстати, влажность этого теста практически 79%, это очень много, но посмотрите, как тесто хорошо держит свою форму, оно никуда не плывет. Надрез я сделала глубоко, сверху хлеб опрыскала небольшим количеством воды, и выпекать будем при температурах 230 градусов по Цельсию. Кстати, печем этот хлеб тоже на более низких температурах, чем обычно. И первые 20 минут будем выпекать с крышкой, а затем я крышку сниму и допеку до нужного мне цвета, обычно это 20-25 минут дополнительно. И вот такой хлеб у нас получается. Температуры выпечки первоначальные, конечно, можно сделать и выше, если вы хотите, но я сегодня решила выпекать при температуре 230, температура, которая есть в большинстве духовок. Давайте посмотрим на массу этого хлеба, получилось 734 грамма, это крупный хлебушек, очень красивый. У него хороший гребешок и тончайшая хрустящая корочка. Когда мы выпекаем такой хлеб высокой влажности, то важно обращать внимание на качество муки и содержание белка в муке.
Чем выше влажность теста, тем более критичным становится этот показатель. И если в рецепте рекомендуется белок 11.7-12,5, то нужно брать где-то в этом промежутке. Потому что если вы возьмете белок меньше, то собрать такое тесто будет намного сложнее. Давайте посмотрим, что внутри. Ну и внутри у нас прекрасный мякиш, такой, который вы можете ожидать у теста с большой влажностью. Такое тесто получается очень гибкое, пузырчатое. У него внутренняя очень подвижная текстура, наполненная пузырями. Очень хороший равномерный мякиш, наполненный воздушными порами. Тончайшая корочка, хлеб проседает очень хорошо и восстанавливает свою форму. У такого хлеба никогда не крошится мякиш. Мякиш очень качественный, очень хороший, ароматный, вкусный, совершенно не крошится. Ну и, естественно, залог любого хорошего хлеба – это хорошая, вкусная, здоровая закваска. Закваска, в которой накоплены чрезмерные кислоты, также негативно влияет на клейковину, разрушая ее и делая ее более слабой. Поэтому хорошая закваска – это хороший хлеб. Ссылку на видео, где я рассказываю, как вывести такую закваску, я оставлю тоже в описании под видео. И если у вас остались какие-то вопросы, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.